И все, стартуем. Да. Друзья, привет! Добро пожаловать на канал «О Бизнес» в Польше. Получается, добро пожаловать на наш канал. На наш канал. Наконец-то вы теперь знаете, что есть Станислав, есть Виталий. И когда вы видите меня, это не значит, что Станислав поправился. Или наоборот. Или наоборот. Вот. Мы в нашей импровизированной студии. Вот, сегодня мы узнали, что В очень нашем... простой студии, буквально за 5 минут мы это все сделали. Да. Пульт. У нас здесь есть 2 хороших микрофона. У нас не видно, но здесь 3 камеры. Одна снимает один план, Станислава снимает, ну и общий кадр. Значит, есть даже пульт и даже спецэффекты на нем есть. Давай покажем. Вот такие вот спецэффекты. Оно отыгрывает и потом по ходу стопорится. Или наверное, да. Вот мы узнаем. Да. Ну и, собственно, новый формат видео. Мы вас поздравляем и надеюсь, вы вместе с нами его... надо, чтобы микрофон был на правильном расстоянии. Нужно, чтобы вы вместе с нами посмотрели этот формат, оценили. И если вам понравится, то у нас грандиозные планы, как вывести эту всю историю на новый уровень, как вы сможете видеть много классных, свежих, потрясающих историй о бизнесе в Польше с удивительными людьми. Мы планируем запылесосить их, вначале со всей Варшавы, а возможно дальше по всей Польше. Но мы сейчас в самом начале этого пути с вами, и нам очень важна будет ваша обратная связь. Сегодня у нас интересная тема, раз мы собрались, давайте поговорим. Интересная тема, раз мы собрались создателями канала, как раз поговорить о том, что 9 лет назад было задумано, был задуман этот переезд в Польшу, мы начали бизнес в Польше, и вот прошел определенный период, 9 лет, и, скажем так, определенные вещи в Польше поменялись. Я хотел со Станиславом, обсудить этот вопрос, что поменялось в бизнесе в Польше за 9 лет, как чувствовали предприниматели себя тогда, как они чувствуют себя сейчас. И в произвольной форме мы пообщаемся, вы пишите ваше мнение по поводу этого формата, по поводу этой темы, по поводу тем и людей, которые вам бы было интересно услышать на нашем канале. Пишите обязательно в комментариях. Это наше общее с вами творчество, наш общий с вами результат. Что поменялось за 9 лет лично в твоем бизнесе в Польше? В моем бизнесе и в нашем поменялась, во-первых, ниша. То есть мы, напомню для тех, кто не в курсе, приехали сюда, по сути, с диджитал-маркетингом и с тем, что мы начали с нуля отстраивать диджитал-агентство. На тот момент, 9 лет назад, 2014 год это был, не было популярным работать в онлайне. То есть мы, когда искали сотрудников, у вас работа в онлайне, это как вообще? То есть мы считались удаленная работа, мы считались какой-то невероятной американской конторой, которая делала невероятные вещи. Поэтому конкретно в моей жизни поменялось то, что мы сменили нишу в 2020 году, как только началась пандемия, мы приняли волевое решение перейти в нишу консалтинга. Судьба помогла, скажем так. До этого 6 лет мы занимались диджиталом. Мы разрабатывали сайты и делали маркетинг на рынок СНГ, и в том числе на польский рынок у нас есть кейсы. Да. Кстати, обратная связь от клиента. Мне сегодня писал клиент, которого мы 9 лет назад обслуживали. И она до сих пор говорит: спасибо вам, я вас помню, вот мне надо услуга по сайту, не можете ли вы мне сделать аудит и так далее, и так далее. Мне очень нравится ваш подход, я готова вам платить. Представляешь, 9 лет прошло. Да, круто. Да. Давай простой кейс. Предприниматель приезжал в Польшу 9 лет назад, хотел открыть бизнес. И предприниматель, который сейчас, во второй половине 2023 года приезжает. Да. Кому легче, кому тяжелее, насколько изменилась ситуация? Ситуация следующая. Я считаю, что сейчас все намного проще. Потому что еще раз мы приезжали 9 лет назад, и ты же помнишь, мы открывали первую спулку через какого-то штриха, который открыл нам это в Варшаве. Мы из Кракова поехали в Варшаву. Был какой-то рубаха-парень, который нам... Все решал, я вам все порешаю. Все решал, но по факту все, что он порешал, он нашел нам нотариуса, где мы зашли, нотариус с присяжным переводчиком нам зачитали наш устав. За таким пафосным длинным столом. Да, за пафосным длинным столом. Вот и все. Да. И напомню, что в 2015, если не ошибаюсь, году был открыт портал S24.
где, возможно, сейчас открывается паукизо в онлайне, то, чем мы, собственно, занимаемся, да, сейчас. Да. И мы настолько древние, мы настолько олды, что мы открывали компанию через нотариуса, потому что другой опции даже не было. Вот. И из интересных фактов S24 с того момента не изменился. То есть интерфейс не поменялся. Ну вот смотри, сегодня я заходил, поменялся. Изменился, внимание, барабанная дробь. Кнопка. Есть там барабанная дробь? Нет? Не знаю, ну мы вот сейчас тут сделаем такую кнопку, сейчас она проиграет. Окей, там логотип обновился, более свежий логотип. Вот, ну, пожалуйста. Вот Да. примерно так. Там пару полей добавилось. И, ну, короче, это ладно, это истории, да, такие. Если конкретно, то поменялась инфраструктура, поменялся контент, инфополе поменялось. На тот момент было 0 YouTube-каналов про бизнес в Польшу. 0. Вообще было 3 канала на тему жизни в Польше. Один из них назывался «Жить в Кракове». Это там наши знакомые, ты их тоже знаешь. Они сейчас риэлторским бизнесом занимаются. И поменялось вот это в первую очередь. То есть количество переведенных статей на русский там, або на украинскую мову, количество YouTube-каналов, конкуренция, количество компаний, которые регистрируются. Даже государственные сайты стали переводить на польском языке, на русский язык. На русский и украинский. На украинский, да. Украинский, я сейчас захожу в профиль Зауфана ЕПОАП, мне автоматом выплевывается украинская версия, и я даже не могу ее изменить так просто, понимаешь? Да. И белорусам тоже украинская версия выплевывается, кстати. Ну да, кстати. И вот это в первую очередь то, что поменялось. То есть сейчас, в 2023 году, бизнес в Польше делать легче, проще и безопаснее, чем это было тогда. Но это влечет за собой и другие вещи, и другие минусы, наверное. Это то, что мы, таких как мы, становится все больше и больше. Польша и Ужон Скарбовый, ну, как бы там далеко не дураки сидят, и они все на это смотрят без проблем, если надо, штрафуют, за всем этим следят, нету никаких поблажек, как раньше. То есть уже не получится упасть на дурачка и сказать: извините, я не знал, ничего не понимаю. Типа я не знал, я не знаю То есть вы представляете, 9 лет назад можно было сказать в Ужонде обцекраевцев, я там, ну, типа по-польски не говорю, или помогите мне заполнить. Инспектор мог выйти и помочь вам заполнить внесок. Вот так вот он выходит за кассы своей, обходит и помогает вам заполнить внесок. 9 лет назад можно было договориться с инспектором. 9 лет назад мы общались с Ужондом обцекраевцев Кракова. Он просто пришел к нам вниз, спустился, и мы с ним в комнате сидели и общались. Ужонд обцекраевцев, в смысле... Директор Ужонда с нами лично общался. Сейчас директор Ужонда обцекраевцев, наверное, сидит на Бали. Потому что, рынок поменялся. Украинские предприниматели, белорусские предприниматели очень сильно разбавили рынок. И их настолько видно. То есть когда-то мы их видели там 5 лет назад, 4 года назад. Они начали заходить, не без нашей помощи некоторые, с хорошим маркетингом. То есть они лучше стали сайты, лучше стал сервис, они стали агрессивнее продавать, их стало видно, и новые компании просто обыгрывали местных старичков, которые не привыкли вообще поднимать попу и работать. Да. Вот, то сейчас их видно и слышно просто на улицах. То есть есть бизнес-центры в Варшаве и так далее, где ты приходишь, и такое ощущение, что там одни наши. Вот это я заметил в плане самого рынка, конъюнктуры. Мой один знакомый очень сказал интересный комментарий. Мне интересно, согласны вы с ним или нет. Он очень провокационный. И он сказал такую вещь. Разницу между Краковом и Варшавой. Он говорит, что в Кракове украинцы обслуживают поляков. В кафе, в ресторанах, в отелях и так далее. В Варшаве, если ты снимаешь типа крутую локацию, внимание, поляки обслуживают украинцев. Все. То есть страна внутри страны. Все, да, это типа эпогей этого всего, потому что я захожу там, если вы из Варшавы, смотрите, есть Польша, в центре Польши есть Варшава, в центре Варшавы есть Бровары Варшавские. Это такой типа... Центр центра. Да. Супер пафосный такой район, не знаю как, Арена Сити в Киеве вот есть, да. И там на рецепции работает поляк, полы там условно моют поляки, да, но вокруг одна там русскоязычная какая-то речь, або на украинской мове или на русском. Вот. Да. То есть это penetration, проникновение сумасшедшее. И сейчас наши находят самые лучшие локации, их занимают. Ну да, снимают, там квартира сколько? 23 тысячи злотых. Добро. Без проблем. Это первое, что как бы ты ощущаешь физически на улице. Второе. Это если раньше польская экономика была,
ну, как бы стабильная, независимая, и себе как-то там по чуть-чуть катилась, и они удивлялись, если там курс доллара прыгнул на 5%, то сейчас рынок недвижимости, инфляция и так далее, ситуация, которая сейчас в мире, ситуация, которая в Украине, очень сильно этот рынок разогнала, поменяла, ну и сейчас несется. Несется так, что люди не успевают заработать деньги просто на то, чтобы купить себе на первый взнос на квартиру. Вроде только заработали, 2% кредит, цены на квартиры опять в космос, все, опять денег не хватает. Да. И... Но поляки сами говорят, что времена до 2018 года, они сами говорят, что это было типа как-то там золотое время, золотая жила, как-то там на польском это красиво звучит, ну типа злотый час. Да, ну так и есть. Сейчас ситуация непонятная. Ну, однокомнатная квартира в Кракове нормальная 150 тысяч баксов. Добрый вечер. Вопрос, насколько поменялся рынок вообще в целом, бизнес в Польше, предпринимательская инфраструктура. То есть среда для предпринимателей, насколько поменялась? Бизнес GoPL пополняется по чуть-чуть, все это по чуть-чуть переводится. Бесплатные консультации для предпринимателей в Ужондах есть. И тут возникает вопрос, зачем покупать консультацию у нас, да, или еще у кого-то. Затем, что бывает, к сожалению, очень часто так, что мы знаем больше, чем инспектор в Ужонде. Или бухгалтер. Или бухгалтер. Во-вторых, у нас карта реальности широкая, мы можем кейсы подходы. Да. Мы работали во многих вертикалях. Мы знаем, как с ниши салона красоты перетянуть лучшую практику на нишу строительную. Какой инспектор об этом может знать? Да, ну и плюс инспекторы очень узко заточенные. То есть ты звонишь в налоговую, говоришь: ребята, у меня вопрос по поводу налогов в Польше. Они такие: окей, какой вам надо отдел? Ты такой говоришь: мне надо вот ПИТ, ВАТ и ЦИТ и так далее. Они говорят: окей, а в каком городе у вас компания? Ты говоришь: в Кракове. Они: окей, а на какую? Тебя перекидывают на другого человека. Ты говоришь, другой человек говорит: окей, а на какую букву ваша компания? Ты говоришь такое, они говорят: концовка номера такая, звони туда. Там инспектор, ты с ним говоришь, и он говорит: окей, все хорошо, только я отвечаю за ВАТ. А если вам надо не ВАТ, а ЦИТ, то вот вам еще две концовки номера, и как бы звоните туда, а там может не быть человека и так далее. То есть проблема инспекторов очень узко. И ты знаешь польский. Да. Плюс, помнишь ситуация, которая была у одного из клиентов, когда в Ужонде працы конкретно человек, специалист, дал информацию. То есть, он сказал так можешь делать. А потом, когда пришла проверка, человека этого оштрафовали, потому что они сказали: нет, это неправда. Вам сказали ложную информацию. Так как? Нам же сказали информацию в Ужонде. Надо читать законы, слушайте нас, а не слушайте Ужонд, потому что мы накладываем штраф. Вот тут как бы шах и мат. Получается, нечем крыть. Да, как-то все это грустно. Как-то грустно. Давай о веселом. Что хорошего? Что хорошего сейчас на рынке? Реально Польша сейчас полна денег. Наши предприниматели, в целом люди, она полна денег, она полна рабочей силы, и вот эта все турбулентность, которая сейчас несется, куда-то должна эту экономику и вместе этих людей вывести. Особенно тех, кто хочет заработать. Тех, кто готов открывать бизнес, тех, кто хочет заработать. Почему? Потому что у старых бизнесов уже, возможно, не получится так быстро стартануть или реорганизовать свой бизнес, как у новеньких. Потому что они уже обросли. Они уже обросли фирмами, у которых нулевая доходность, потому что люди там жадничали и не выводили все там на себя, сушили фирму, и теперь им не дают кредиты. Да? Они обросли какими-то старыми сайтами, старыми сотрудниками, которых теперь, чтобы поменять, надо кучу всего пройти. А новенький с чистого листа может залететь, используя новые технологии. Вот мы до этого подкаста общались с нашим коллегой из Румынии, Ромео, да, и он при нас сделал сайт на тему веганское кафе бургерное в Кракове в стиле украинского флага со скидками для детей. Он сделал этот сайт с копирайтингом, с фотографиями, со всем за 2 минуты. Причем от момента, когда он написал это искусственному интеллекту, до момента, пока этот сайт был уже онлайн. Давай, что по государству. Насколько изменился вообще отношение государства к предпринимателям, к бизнес-среде, законы, налоги. Это стало хуже, лучше? К сожалению, с моей точки зрения, это хуже стало.
но если сравнивать с остальной Европой, это по-прежнему хорошо, и это по-прежнему лучше. Я имею в виду Германию, там, Испанию, Португалию, Францию. Но это стало хуже. То есть я недавно ходил к подологу, мне там ноготь хотели отрезать. Интересно, Нет, как это связано. нет, не отрезали. Но мы пообщались с хорошей девушкой. Она говорит, я бизнесом занимаюсь 8 лет. У меня дивальня Щединособова открыта 8 лет назад. Полька. Полька, да. Полька. Ну, нормальная девушка такая, там, постарше, там, 35 лет ей там. То есть уже, ну, как бы ей не 20 лет, то есть, ну, 35. И она говорит, с чужим mówiąc, становится все гоже и гоже, потому что она основной момент, тезис сказала, что я при том же объеме работы, даже с учетом инфляции и повышения цен, у меня все равно чистыми на руки остается меньше. Сухой это остаток, значит, да? что сухой остаток меньше и налогов меньше. Налогов, значит, больше плачу. Вот. И это действительно так и есть, потому что относительно недавно, да, там пару лет назад вступил в закон Польский лад, который обещал упростить и облегчить историю для всех. Да. Но те, кто адекватные поляки, те, кто бизнесом занимается, они сразу поняли, что дело пахнет жареным. Это политическая, наверное, была акция, с моей точки зрения, текущей правящей партии в Польше. И они, по сути, еще больше поддержали свой электорат. А это люди ze wsi. Вот. Которые как бы не парятся. То есть это люди из села. Села, да. Да. И отвечая на твой вопрос, то есть вот эта история стала хуже. Но как бы инструментариев работы и взаимодействия с Польшей, как и с государством, вообще там построение бизнеса, IT-инфраструктуры стало больше и проще. То есть, ну, действительно, сейчас есть инструменты, как есть там EPUAP, да, там можно это все сделать, подтвердить удаленно. Можно там банк открыть, можно через свой банк уже сейчас, через их внутреннего брокера инвестировать в рынок акций американских, просто со своего банка там Сантандера, условно. Так ты можешь, сидя дома, открыть предпринимательство, не выходя из дома им заниматься, и не выходя из дома менять все вещи в нем. Ну, до Украины, конечно, еще далеко. Ну, это не где, да. Но вот это хорошая новость, и это будет как-то развиваться. С моей точки зрения, окно возможностей есть еще где-то, ну, пару-тройку лет. Да? Исключением может быть жесткая смена политической ситуации в стране. Это если ПиС не выиграет выборы, да, и будет другая партия, то может быть что-то черный лебедь какой-то. Ну, видишь, как политика влияет. Получается, я могу быть политиком. Я открываю наши заявки, которые приходят к нам каждый день. На прошлых выходных мы получили 20 заявок от клиентов. 20 за выходные. То есть 20 людей хотят открыть бизнес в Польше, грубо говоря. И вот, пожалуйста, заявка со Станиславом. Где человек готов заплатить за консультацию. Слушаем, без имен, понятно, вот слушаем вопросы. Что у людей болит, вот у конкретных предпринимателей, готовых заплатить за консультацию 300 евро, на секундочку. Так, значить так. Оптимізація оподаткування в Польщі для власників бізнесу. Ну, это общий вопрос такой, да? Список, буду на русском, да, переводить. Список растрат, которые можно было бы списывать на польскую компанию и уменьшить базу налогообложения. Третий вопрос. Ну, тут человек, видно, заряженный. Третий вопрос. Открытие польского индивидуального предпринимательства с целью оптимизации налогообложения. Четвертый вопрос. Другие механизмы и лайфхаки касательно оптимизации налогообложения. И тут сейчас сделаем паузу. Пришла сумасшедшая идея. И мысль сумасшедшая. С 2020 года мы провели с тобой, на двоих точно добрых 500 консультаций. Да. Точно добрых 500 консультаций. Это только платных. За бесплатные я молчу. Да. То есть и лично я столько оттараторил с клиентами, что хай бог милый. И я заметил очень интересный тренд. Это изменение вопросов и уровня, и глубины вопросов людей. Ты заметил? То есть если раньше... Ты помнишь? Да, так, слушай, что тут далеко ходить? Я иду на ивент в Кракове, встречаю человека, он говорит: я смотрю ваш YouTube-канал несколько лет, спасибо вам большое за контент, я по вашему каналу обучался,
открыл бизнес и сейчас поправляю своих бухгалтеров По нашему каналу. по нашему каналу. Ну, добрый вечер. Я диспетчер. И это изменилось вот эта вот глубина вопросов людей, быстрее информацию можно достать, ты пишешь любой запрос на русском, и ты сразу его видишь. Вот. Ты помнишь, какая цель была в начале, с чем мы столкнулись? То есть вам вообще интересно, ребят, как канал создавался? Одна из как бы основных мотивов. Когда мы толком не могли узнать от наших бухгалтеров, от госорганов, от других предпринимателей, то есть не было информации, как правильно вести бизнес в Польше. И поляки, зная это все, ну как бы, работая на этом рынке, они это уже знают. Для них это не было преграды. То есть они могли сразу же приходить, быстро открыться и сразу же начинать зарабатывать деньги. Наш же предприниматель, когда приходил, во-первых, кучу ошибок делал, за которые прилетали штрафы, и во-вторых, вот эти грабли, а тут это нельзя, а тут можно, а тут разрешение на работу, а тут освещение, зазволение, а тут карты побыту и так далее. И ему, чтобы выйти на точка 0, которая звучит: дайте мне спокойно открыться и зарабатывать деньги, платить из этого налоги и все. Просто спокойно думать о клиентах и о своем продукте, не о всякой вот этой дополнительной ерунде, надстройки в виде папирологии и бюрократии. И мы тогда поняли, что это огромная проблема на рынке, и, слава богу, были люди, которые нам помогали, подсказывали и так далее, и мы решили устранить эту несправедливость, оцифровывая те знания, опыт, иногда позитивный, иногда негативный, который был у нас, у наших друзей, у наших клиентов и так далее. И, по-моему, по отзывам, по крайней мере, да, этих самых, мы на правильном пути. Это на определенном моменте получилось. Хочется еще рассказать идею, я пока заявки перечитывал, хочется рассказать еще за идею тайминга. Да? Давай. То есть есть такое понятие, как тайминг. Это значит сделать... Это рубрика «Инсайды по бизнесу». Да. Ну, по бизнесу в Польше. Ну, мы же там не претендуем на каких-то там Тони Роббинсов или еще кого-то. Но хотя, мы говорим про Польшу. Ребята, если вам интересно, скажем так, брать более широкими мазками, чтобы мы в таком формате затрагивали не только тему Польши, а еще тему бизнес-психологии, инвестирования, отношений в бизнесе, каких-то других инструментов маркетинга. Отношения с женой, там, как вырастить ребенка. Лайфхаки, как сделать вкусные пирожки. Да. То пишите. Да. Но есть какие-то циклы, есть какие-то инновации, которые приходят, да, на рынок. И очень важно, понимать, на каком этапе сейчас находится та или иная тема на хайпе, условно. Давай. Да? Например, там все знают про крипту, да, это повторяется уже третий раз, этот булран начинается, все резко туда залетают, потом всех бреют, все говорят, что это скам, и потом через 5 лет начинается то же самое, да. Это вот типичный пример, и прикольно, что это зацикленная история. То есть первый раз я не поверил, а второй раз, когда это произошло, я уверовал, а третий раз я вообще охренел, да. Что в Польше? По поводу крипты и так далее, знаешь, на чем я себя словил? У меня на телефоне, этот самый виджет, там, где как раз котировки, там, битка и так далее. И я ловлю себя на мысли, что смотрю, там он 29, да, я думаю, надо купить. Потом смотрю на следующий день 30, я думаю, черт, так и знал, надо же было купить, наговорил себе. Потом смотрю, он на следующий день опять 29, думаю, хорошо, что не купил. Да, и получается сексуальная бизнес-фантазия, да? Да. И волна, согласен. Какие были волны? Первая волна была, когда был Евромайдан и война в Украине, 2014 год. Это была первая волна, и в принципе на тот момент бизнес было делать сложно в Польше. Сложно. Ничего не понятно, куда идти, куда бежать. Этап дойти до нуля, чтобы разобраться со всем и спокойно работать. Да. И это наша когорта людей. Да. Алды называется. Было сложно, но можно, да, и те, кто тогда остались, это именно те времена, когда проверок вообще там никаких не было, никто ни о чем не говорил. Это те времена, когда можно было делать какие-то кампании на дропов, на каких-то там бомжей. Это те времена, когда ты открывал агенцию працы, отправлял людей на клубнику просто 600 тысяч человек,
и ты вообще их в не Германию, видел. еще куда-то и так далее. Да. Да, куча бардака было на рынке. Какой там виза вандерейст и так далее. Да, Да. Плюс ты приходил в банк с гражданством любой страны, с абсолютно голой фирмой, с виртуальным адресом, которого не существует. Мне надо юрсчет, пожалуйста, давайте откроем вам юрсчет. Да, именно так и было. И это вот один тайминг, да, который был. Далее была следующая волна, наверное, она была где-то 2018, с моей точки зрения. Это как раз через 4 года. Она уже начала и хорошо так Беларусь затрагивать. И там была волна и эра какого-то, як це, устаткуватися, какого-то стабилизации. То есть уже какой-то контент появлялся, уже был наплыв обцекраевцев, уже поляки знали, кто такие украинцы, знали там разницу между украинцем, русским и белорусом, ну хотя уже бы начинали отбивали. возмущаться, понаехали. Типа был уже какой-то вайб, понаехали, и в то же время, ну, все знали, уже тогда было понимание, что украинцы, там, белорусы — это ребята рукастые, уже как-то рынок начал сам себя формировать. Да. Начали появляться первые строительные компании, первые даже консалтинговые бухгалтерские компании, которые обслуживали иностранцев. С ориентировкой, да. С ориентировкой на иностранцев. Тогда зарождался вот этот рынок. Тогда было прикольное время, допустим, да тоже в любую, пожалуй, нишу входить. Вот. Даже там работать с тендерами какими-то польскими государственными. Людям, может быть, не сильно интересно слушать про историю, то, что было, да? И, наверное, им интересно узнать, что делать сейчас. Какие волны сейчас, Какие да? волны сейчас и какие волны будут. Давай. Да? Prediction даже так мне вот, интересно послушать. prediction такой, Давай. да, будет. Рубрика Станиславского. Вангуем. Первое, хорика. Хотел, отели, рестораны, бары, все, что с этим связано. Хорика Ди. Хорика Ди. Да, и дискотеки еще дискотеки. Ну, дискотеки — это несерьезно. Дискотеки. С этой нишей, ну, с моей точки зрения, очень надо быть осторожным. То есть уже компетенции надо такие иметь, уже конкурировать и с поляками, и с нашими. Ну, это сложный бизнес для начала. Там и капитальные инвестиции. Да, вот я книжку Big Money читаю сейчас, и там первая история первого чувака, это как раз-таки у него 400 человек и рестораны в Одессе. И он говорит, что если вы хотите научиться делать бизнес и попрактиковаться, то ресторанный бизнес — это лучший бизнес. Потому что там есть все. Там есть складской учет, там есть маркетинг внутренний, маркетинг внешний для клиента. Для обратная связь сразу. Если у тебя херовый ресторан, то в него люди пришли, ты рассчитывал, что они будут пить вино и просекко, а они приходят к тебе и едят сало и бухают. То есть обратная связь мгновенная в этом бизнесе. Вот. Но вернемся к Польше. И к Польше ситуация такая, что с ресторанным бизнесом нужно быть очень аккуратно. Особенно с кофейнями. У нас на канале есть видео с Тарасом. Оно набрало 50 тысяч просмотров, видос. Посмотрите его. Надо быть аккуратным с кофейнями, с этими всеми фокусами. Это либо в формате малого карманного бизнеса ты делаешь, где ты зарабатываешь там $1500 в месяц, да, там евро. Ну, либо иметь компетенции. Да, ну хотя, слушай, вот я посмотрел по Варшаве, да, после нашего села Кракова, я посмотрел на Варшаву, настолько большой город, и я смотрю вот эти первые этажи, нулевые, да, партеры, там столько места, все под коммерцию. Каждый район — это как отдельный город. И в принципе, если у тебя небольшие, скажу, амбиции, да, то есть ты хочешь себе маленькую кофейню, душевную, ты кайфуешь от кофе, тут есть люди. Я сегодня делал этот самый матча. Не просека, а матча тоник делал. И я говорю, справишься сделать вкусный матча тоник? Она говорит, конечно, у меня опыт 10 лет в баристы. Да. 10 лет девочка занимается бариста. И, ну, это ей же точно это нравится, 10 лет. Ну да, тем более, раз она бизнес свой не создала. 3 раза выгореть в этой всей истории. Да. Вот, поэтому мне кажется, что если мы говорим про большой город, и ты хочешь сделать локальную точку, вот оно место, и тебе нравится этим заниматься, то как бизнес для души, это очень да. Но если это бизнес для души, скорее всего, у тебя компетенция будет. Я вангую. Вангование заключается в том, что маржа упала, налоги выросли, конкуренция выросла. Будьте осторожны с этим видом бизнеса. Все, точка. Да, типа, даже такие фишки, как спешиалити, стали просто Ну, получается, спешиалити, не спешиалити. Да, уже все типа стали резко. Ты знаешь, что в Жабке есть подписка на кофе? Ну, то есть ты можешь платить сколько-то там злотых в месяц, поправьте меня, ребята. Я не на говно кофе, да? Да, и ты можешь себе каждый день покупать одно, по-моему, говно кофе.
Да. А жабки есть, ну, везде Обалдеть. просто. Обалдеть. У нас есть выпуск на тему жабки, Да, конечно да, же, да. вы его видели. Следующее, что я вангую так в целом, да, вот рандомно, это то, что инфляция будет в Польше расти, цены будут в Польше расти, пока до момента, что произойдет какой-то черный лебедь или все там предсказания всех экспертов, что типа рынок обвалится. Вот. Но как бы рынок вообще всего, да. Ну там же и карточный домик, там если валится все, что в Америке. Слушай, ну я не помню случаев, чтобы цены пошли вниз. Вот ты веришь, что, допустим... Не, ну как, ну 2008 год, рынок обваливается, и все, практически во всех рынках идет вниз. То есть все цены. А один из индикаторов цены пошли вниз, это рынок недвижимости. Ну, и в 2008 году тупо, ну, в 2 раза дешевле квартиры начинают стоить. А в Украине в 4. То есть там, что в Украине сумасшедшее было. Ну, я не помню, но условно. Вот. Ну, недвижка согласен. Но цены на молоко, они, да, ты прав, не будет так, что молоко сейчас стоит 4 злотых, все обваливается, и молоко 2 злотых стоит. Не будет. Они могут застопориться. Застопориться. Ну, там чуть-чуть скорректироваться, как Потому что бензин, допустим. Цены ж растут Помнишь, из-за что инфляции. пошло вверх, а потом оп, скорректировали на государственном уровне эту историю. Да, но и цены ж растут в любом случае всегда. Просто они растут на 2% в год или на 16%, как сейчас. То есть в этом вопрос. Да. Но обвалиться они не могут, ты прав. Да. Да. А к чему я это рассказывал? Ну, к тому, что цены будут расти, скоростя увеличиваться, поэтому надо как-то дергаться побыстрее, думать, как современные технологии использовать, искусственный интеллект и все остальное. И отдавать то, о чем мы сегодня говорили с тобой, отдавать себе трезвый отчет, сколько ты зарабатываешь. Но судить не потому, сколько вот реально ты там зарабатывал. Ну, например, $5000. Да, ты зарабатывал $2000, сейчас ты зарабатываешь $5000. Да. И ты как бы думаешь, красавчик. Да. С одной стороны, думаешь, красавчик. Но судить, ну, я как бы не финансист, это просто вам теория, да. Это не финансовая рекомендация. Да, не финансовая консультация. По чистому денежному потоку, то есть по тем деньгам, которые у тебя остались, после того, как ты сделал все выплаты, которые у тебя в месяц. Давай пример со СПУ КАЙЗО. Квартира. Да, но это с физлицом. А вот давай пример со СПУ КАЙЗО. Деньги, которые ты заработал от клиентов, это еще не твои деньги. Это деньги твоей бухгалтерии, это деньги твоей машины, за которую надо в лизинг заплатить. Аренды. Да, еще набрасывать. Что еще? Сотрудников. Офиса. Маркетинга. Это деньги у Жонда Скорбового. ЗУСа. Это деньги ЗУСа, это деньги ВАТа, маркетологов, это деньги Фейсбука корпорации. Но это еще не твои деньги. И только потом, когда ты пораздаешь всем деньги, ты такой садишься и видишь свой чистый денежный поток. И вот так можно понять, ага, а я больше зарабатываю или меньше? Или я просто больше колбашу, понимаешь? Да, перемалываю. То есть я вот так вот делал масло из молока, просто миска стала больше, но в итоге этого масла такой же выхлоп. Да. Поэтому скоростя будут расти. Но что еще по нишам? Я думаю, что Европа пока не идет по пути упрощения, к сожалению. Потому что GDPR роду, я тебе напомню, оно находится, эта штука работает только в Европе. Да. То есть в Америке нету GDPR. То есть там у них статистика, есть... которую могут выдавать там Google, Facebook и Да, намного да, больше. да. Таргетинг можно делать лучше. И вход вообще в интернет-маркетинг, чтобы вам иметь свой сайт, намного легче. Да. Да. Вот эта вся папирология в Европе, она тоже будет, к сожалению, продолжаться. Я не вижу как-то инструментов, что это изменится. Слушай, быть под крылом большого брата — это накладывать свои ограничения. Тебе надо внутренние законы придумать, согласно твоему менталитету, да, страны, и потом синхронизировать это с большим братом, которому Ты надо... про Евросоюз? Да, чтобы это не ущемляло как бы права других стран, которые тоже под этим общим колпаком. Да, ну вообще немножко политическая тема, но много кто говорит, что, как война в Украине началась, и Россия напала на Украину, Евросоюз и НАТО, и вся эта концепция теряет свой смысл. Потому что она не так сработала, как Да, много всего сработало не так, как задумано. Типа, наверное, я не знаю, как без матюка сказать это.
скажу один раз с матюком, пиздеть не мешки ворочить. Вот. И, ну, когда, типа, ты там пишешь меморандумы и так далее, это все интересно, но это все ты пишешь в мирное время без войны, это все классно. Но когда на соседнюю страну с Польшей, на Украину нападает тупо соседняя страна Россия и просто херячит бомбами, то резко все такие дают заднюю. Поэтому, я думаю, будет новый какой-то, вангую, будет новый какой-то союз, какая-то новая конструкция. Или союзы, да. Союзы, которые, типа, надо использовать. Потому что все Но, помнят, блин, что- эта тема такая политическая, прям, не знаю, ребят, напишите ваше мнение, тут обязательно сейчас придет какой-то поляк и напишет: бендеровцы, типа, уходите, причем на ломаном польско-украинском. А потом придет наш земляк украинец, скажет, что вы... Чому ви не розмовляєте Да, державною мовою, да, ви расисты? Мгм. Ну да, то есть будет весь комплект. Мгм. Ну, поживем и увидим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да. Что еще по каким-то изменениям? Блин, ну как-то все равно грустно получается. То есть смотри, у нас самый большой YouTube-канал о бизнесе в Польше. Мгм. Люди нас смотрят, слушают. Сейчас какое-то количество людей дослушало до этого момента. Вам Да. аплодисменты. Не знаю, где там эта кнопка находится, Мгм. пока еще. Но Я не считаю, что грустно. Я давай считаю, как-то, что ну, сейчас хорошее время. ну, я тоже считаю, что хорошее время. Чё мы Давай по поговорим походу? о хорошем давай, времени. Давай вот завершение сейчас, про хорошее Окей, время. Ну. окей, хорошее время. В чем я вижу хорошее время? Первое. Очень понятны правила игры. Ну, то есть достаточно сложно совершить ошибку, потому что понятны правила игры. Какие есть формы налогообложения? Все госорганы... Часть сайтов переведена на украинский язык. Да. Камон. Все понятно, просто не надо химичить. Да, для тех, кто хотел где-то там левые штуки делать, для них тяжело. Но мы же не про это с вами. Мы же про то, чтобы жить в стране и не бояться, и смело, ну, как бы тут себя чувствовать, да, хорошо. Ну и работать Да, легально. Да, Ну. то есть реально понятны правила игры. Все, я поздравляю, то есть этот пункт закрыт. Хорошо, Второе. засчитываю. Это засчитывается. Да, второе, это много капитала, много денег, да? Да. Есть культура инвестировать и так далее. Польша, в принципе, всегда была в среднем классе, у них были деньги. Но они не очень хотели их тратить и не очень хотят, потому что, ну, Да. они как бы привыкли жить средненько и так далее. Но много наших денег, украинских денег, там, белорусских денег много приехало и так далее, да. Посмотрите на машины на украинских номерах, которые на улицах. Но это очень часто это самые лучшие машины, которые есть на районе. Да. Вот. Может, не Lamborghini, окей, но тем не менее там нормально заряженные пушки приезжают. Да. Вот, это второе, хорошее. Третье, кредитные инструменты действуют. Да, тяжелее получить кредит, лизинг, но правила игры понятны. Мало того, если они для вас непонятны, вы берете бесплатного, внимания, консультанта кредитного. Да. И он вам Дураться кредитором. Да, и он вам конкретно расписывает, говорит, что вам нужно сделать, чтобы, ну, войти в эту вот всю историю, каким квадратиком вам нужно стать, чтобы туда войти. Правила игры, опять же, понятны. Просто надо, ну, как бы поднимать и делать, принимать решение, это мне, либо не мне. Дальше. Из-за того, что на рынке много денег, есть инвестора, есть много Даже способов. в Польше краудфандинг и краудинвестинг У есть. них даже своя платформа есть. Даже Свои международная, платформы, да. там все дела. Даже блокчейн слово иногда пролетает. Мгм. Вот, потом... Это тоже засчитываю. Да, хорошо. очень важный момент — это комьюнити и окружение. Если когда-то, делая бизнес в Польше, ты был одиночкой, и все, что тебе приходилось сделать, это искать, пока в Кракове будет новый факап-дэй, и прийти туда, чтобы с 300 предпринимателями вместе потусить и почувствовать плечо единомышленника. Да, это ивент, который мы 4 года назад делали в Кракове для наших, да, всех. И это было прям 4 года назад, это было невероятно. Да. То сейчас, особенно в Варшаве. Особенно Таргет, да? Да, да. Я смотрю, то есть реально... Магия утра, Красиво Project, Young Business Club. Борд несется все такое. Набросайте, кто в каких бизнес-клубах, сообществах, движухах. И это мы говорим только сейчас про русско- и украинскоязычные. Сколько польских появилось? У нас вот здесь сидит парень, который собственник Crossweb. Это Crossweb. Да, Crossweb сайт, такой портал о IT-ивентах. И IT-ивентов в Польше так, что ты каждый день можешь найти в своем городе, особенно если это крупный город-миллионник, одно-два ивента именно профильных. Даже у поля в каком-нибудь найдешь. Ивент на тему питон, понимаешь? Хочешь — изучай питон. Хочешь гадюка, хочешь змея. Ну, типа, любое животное. Да, очень хорошее, очень много. То есть
найти поддержку, комьюнити, примеры и вообще добраться до человека, который в твоей нише, то, чем ты хочешь заниматься, уже этим занимается, чтобы через бизнес-клуб наладить с ним отношения, сделать нетворкинг, узнать, а иногда купить хорошие, классные знания, это уже не составляет проблем. Я недавно проводил консультации для девочки, она открывает салон красоты в Варшаве. Это которая узнала про налоги какие? Сначала открыла, а потом узнала вообще, какие налоги надо платить, и погрустнела. Обожаю. Вот, мне иногда грустно проводить консультации. Но да. нам же платят за правду, а не за то, чтобы нравиться, правильно? А не за неправду. Да. Так вот, и она говорит, как бы мне получить, ну, то есть вот это же все договора нормальные, уже проверенные, там всякие шаблоны документов, бумажек и так далее. Да. Я говорю, вы находитесь в Варшаве, в самом классном месте, где очень много наших мальчишек и девчонок открыли салоны красоты. Найдите через один из бизнес-клубов, найдите человека, который уже это сделал, заплатите ему деньги за консультацию, либо заплатите ему деньги за документы, чтобы скажите, сколько будет стоить купить у тебя твой набор вот этих знаний и наработок. Типа сколько? 500 евро, 1000 евро? Окей, не хотите с Варшавы, купите 100 евро. у Краковского. Они точно вам не конкуренты, это разные вообще географические полюса. Купите и все, то есть быстро, не тратьте на это. Ну, мы когда клиенты с нами регистрируют компанию, мы им в том числе выдаем кучу готовых пресетов, видеоинструкций, шаблонов, чек-листов и всего остального. А иногда знакомим прям со стопкой подрядчиков на разные темы, чтобы закрывать вот эти вопросы. Да. Что, я думаю, можем завершать, да? Да. Для тестового формата идет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте обратную связь по формату. По формату, по звуку. И хотите ли вы видеть больше таких видео? И, кстати, интересно, чтобы ребята ответили на вопрос, который ты задавал. Вы YouTube вообще смотрите или слушаете? Вот да, это кстати. Вопрос. Потому что мы хотим... тут 3 камеры поставили. Да, а может быть нам надо просто аудио записывать, чтобы вы могли в дороге, в пробке, либо еще на пробежке где-то слушать эти подкасты. Да. Вообще напишите комментарий. Слушаю, либо смотрю. Вот так. Да. Смотрю, слушаю. И мы посчитаем количество, проголосуем, да? 2 лагеря будут. Супер, спасибо, пока. Пока.